Друзья, всем привет! Сегодня полезное видео, в котором я покажу, как я обустроил пол в каркасном доме. Нашел интересное решение финишного покрытия. Покажу пару полезных советов и приспособ, которыми сам пользовался. Так что присаживайтесь поудобней, а мы начинаем. Первым делом была смонтирована обвязка свай с лагами пола. Обвязка из 200 мм доски, также и лаги пола из 200 мм доски. Дом на сваях, и чтобы дерево напрямую не контактировало с металлом свай, применили вот такую подложку от коньково-карнизной черепицы. Строил мастерскую, осталось, не знаю, может не у всех производителей так, но вот у этой от компании Технониколь квадратики легко отделяются друг от друга. Поэтому остатки стройматериалов я некоторое время храню. Мало ли пригодятся, как в этом случае. Далее в процессе строительства потихоньку обустраивался пирог пола, о котором хочется рассказать. Снизу под полом подшиваются вот такие слои. Это ветрозащитная диффузионная мембрана, на ней сетка от грызунов, которая поджата доской 25 на 100. Мембрана нужна для того, чтобы, если в утеплитель каким-то образом попадет влага, то она могла легко пройти через эту мембрану на улицу. При этом с улицы влагу такая мембрана не пропускает. Полезная штука. Далее надо заложить утеплитель, который кладем в чистый сухой проем. Там, где надо, подрезаем так, чтобы он был шире проема на 15-20 мм. Не надо его пихать со всей силы, чтобы он весь смялся. Он должен быть ровно уложен. Забивать 300 мм утеплителя в 200 мм проема ни в коем случае нельзя, так как греет не количество утеплителя, а количество воздуха, который он в себе держит. Поэтому 200 мм утеплителя помещаем в 200 мм толщины проема. Швы друг над другом смещаем, чтобы не было мостика холода. На пол, мне кажется, класть проще всего. Основную массу на пол укладывала жена и потратила на это пару-тройку вечеров. По утеплителю выбирайте достаточно упругий, тот, который поменьше пылит и более-менее влагостойкий. Я утеплял урсой. Остался доволен. Далее следует закрыть утеплитель изнутри помещения. Тут важно применить качественную пароизоляцию, чтобы вода, влага и испарение не попали в утеплитель. Чем больше сплошного слоя получается пароизоляции положить, тем лучше. Стыки проклеиваем специальной пароизоляционной лентой. Даже скобки заклеиваем. Чем лучше загерметизируемся, тем меньше у влаги возможности попасть в пирог утеплителя. Тогда утеплитель будет всегда сухой и работать будет максимально эффективно. Далее монтируется обрешетка поперек лаг. Я использую сухую доску 25 на 100 с шагом каждые 300 мм по центрам досок. Чтобы легче это было делать, использовал вот такие шаблоны по 200 мм длиной. Как раз получается нужный шаг с учетом 100 мм ширины доски. Процесс не тяжелый. Для облегчения поставил на террасе торцовку и соорудил вот такой стол, на котором размечаю нужный размер и прикручиваю упор. А далее просто напиливаю нужное количество досок, которые, чтобы не бегать, сразу пишу, каких размеров сколько нужно. И нарезанные размеры я вычеркиваю. Делю ширину комнаты на заданное расстояние между досками, округляю в большую сторону. Все легко и просто. Доски желательно, чтобы были одной толщины, так как это может повлиять на укладку дальнейших слоев. Но у меня будет всего один слой плиты по всему дому. Убираю для начала весь мусор и пыль с поверхности. Она там ни к чему. Для этих целей можно пользоваться строительным пылесосом. Но быстрее получается, когда вся грязь сдувается в одну сторону, а потом пылесосом убирается. Кстати, пользуюсь вот такой аккумуляторной воздуходувкой Greenworks. Отличная и легкая. Очень мне полюбилась и пользуюсь ей постоянно. Для сдувания опилок, пыли и листьев просто вещь незаменимая. Также порадовал вот такой аккумуляторный степлер. Подходит обычные скобы 53 типа. Установил на него аккумулятор 2,5 ампера. Работаю уже около 2 недель. Ни разу еще не заряжал. Степлер легкий, бьет сильно как положено. И работать гораздо удобнее, чем простым. Рука не устает. Аккумулятор 24 вольт. Подходит ко многим тушкам этой серии. Вот у меня воздуходувка, степлер, шуруповерт и даже вот такая компактная цепная пила. Все они могут работать от одного аккумулятора. Это очень удобно, чтобы не путаться между ними. Новыми приобретениями доволен. Ладно, похвастался, продолжим с плитами. После того, как убрали лишнюю грязь и пыль, начинаем стелить материал. Выбрал вот такие строительные плиты с шипом и пазом. Толщина плит 22 мм, а размеры 1200 мм на 900 мм. Называются такие плиты QuickDeck Plus.
Ранее я уже использовал строительные плиты данного производителя на мастерской. Кто не видел, обязательно посмотрите. Но прикол именно этих плит в том, что они имеют сразу ламинацию, и вы получаете после слоя обрешетки сразу чистовой износостойкий пол. Укладываются просто и быстро. Для начала давлю клей на обрешетку, отступаю от краев стен по 10 мм и кладу первую плиту. Далее промазываю шипы и соединяю плиту между собой. Начинать следует с дальнего угла комнаты и ряд за рядом двигаемся к противоположному углу. Пилить плиты легко обычным лобзиком или, как в моем случае, ручной дисковой пилой. Клей по лагам использую полиуретановый D4, водостойкий, а для стыков влагостойкий D3. При желании потом оторвать плиту от пола, аккуратно это сделать не получится. Оторвется либо кусок плиты, либо доски. Поэтому держится хорошо, но в любом случае прокручиваем каждые 30 см саморезами у стен, отступив от края 5-10 мм. Если последний кусок в ряду необходимо распилить, то оставшимся можно стартовать на следующем ряду. Так получается оптимальный расход. Вот таким нехитрым способом за пару вечеров с женой в качестве подмастерья мы уложили, получается, финишный пол в доме. Выглядит неплохо, не пружинит, не батутит и, главное, легко монтируется. В общем, результатом я доволен. Радует, когда уже ходишь в доме по нормальному полу, а не по лагам. Друзья, что скажете про такое решение? Можно выбрать другие расцветки, но нам подошла вот такая спокойная. Напишите в комментариях, все ли правильно я сделал, может, что-то упустил. Если видео понравилось, то ставьте лайки. Не забудьте подписаться на канал и подписаться на канал в Telegram. Там я уже показал готовый результат. Новости выходят быстрее. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!